Как вы вообще считаете, нужно ли адаптировать какие-то традиционные элементы практики для западного общества? Или нужно все-таки нести вот как есть? Всё? Я думаю, что адаптировать надо и западные элементы, восточные, западные. Но если ты за основу берешь восточные, то ядро этих элементов, именно восточных, должно быть основным. Ну, я так думаю, что делать это может только специалист, хороший специалист, мастер. Адаптация, то есть когда делает какой-то профан, это, ну, превращается, как бы, это все очень ненадежно. Профанацию, собственно, да. Профанацию, да. То есть можно что-то менять, да, но это как бы очень рискованно, если это не специалист. Сейчас много школ йоги, где разные учителя, они говорят, что мы несем как бы традиционный аспект, но в адаптации для западного общества. То есть мы все сделали как положено, но просто адаптируем специально для вас, чтобы вам было легче это воспринять. Понимаешь, в чем дело? Возможно, это и правда были какие-то адаптации. Дело в том, что даже благую вещь можно превратить в полную, чушь, да? То есть было немало мастеров, которые, может быть, что-то и знали, но когда они начали адаптировать, то есть люди это воспринимают очень поверхностно, они не понимают, что адаптированные системы существуют для того, чтобы на них не застревать, а идти дальше. Или гулять только по адаптированным. То есть как ступенька, да, дополнительная. Конечно. Да? Вот как ты в гору лезешь, да, там у тебя эти специальные крюки, да, там ты вот зацепился, подтянулся, А если ты ходишь по кругу, да, висишь на одном крюке, то это, да, получается, вот и вот это вот проблема вот этих адаптаций. И с адаптациями могут быть проблемы, и даже с традициями. Потому что попав в традицию, не факт, что ты там закрепишься. Закрепиться в традиции можно только почувствовав суть этой традиции. Только она закрепляет. А все там какие-то фрагментарные такие явления, это ну, как бы очень все скользко. Еще по поводу традиций. Знаешь, много существует всяческого неадеквата в плане традиций. Вот, например, часто на Западе, вообще западные люди, они очень такие самодовольные, гордые, считают, что мир весь под ними. Это все навеяно западными, ну, как сказать, политиками, тех, кто делают, тех, кто там у руля. Государствами. Да, государствами, альянсами. В целом вот этот западный мир. Да? И они вот в людях формируют такое видение мира, да, и самооценку, и оценку всех Востока, да. Даже если бы Восток они бы рассматривали как врагов, невозможно умело бороться даже с врагом, не рассматривая его очень спокойно, трезво, не агрессивно. Потому что агрессия это потеря осознанности, да, самоконтроля. Если они не могут контролировать Восток, потому что Восток это как, даже если Запад превалирует, он все равно, Восток остается такой, он может стать на уровне такой какого-то партизанского формата, а партизанские войны никогда еще не были выиграны.
Сейчас это называют гибридные, там, сейчас мир чуть-чуть поменялся. Ну, вот если взять партизанские, никогда. То есть это большая иллюзия, что Запад контролирует там прямо все. Но вот у них такое, вот у западных индологов, что они там все знают, они реально конкурируют, они брешут, они говорят, что нет, сейчас уже этого нет давно, мы уже такие все там толерантные, нифига, нифига. То есть я точно это знаю, что есть конкуренция с индийскими учеными. Есть ученые индийские, которые конкретно накрыты Западом, потому что они преклоняются перед Западом. Ну, не все. Не все. То есть есть индийская среда, которая... Я не то, что там поддерживаю какой-то такой нездоровый национализм. Я считаю, что если ты уже изучаешь традицию, ты должен изучать именно традицию, а не то, что там наносное какое-то. Это раз. Во-вторых, вот эта вот гордыня западных людей переходит в то, что вот они действительно индийские традиции обзывают там сектами, да, там культами. Допустим, какие-нибудь течения, типа вот аштанга там виньяса, да, вот это традиция аштанга виньясы. А вот какие-нибудь там шиваиты, да, такие маргинальные с их точки зрения, Культы. это культы, да. Но на самом деле секта это аштанга виньяса. Потому что она отделилась и уже адаптировалась. То есть это секта внутри индийской. И это в лучшем случае. Но даже это не факт. То есть это может быть вообще, ну... Но То есть она же, многие становятся чисто западными она же сектами. популярна по всему миру. Вот. Да, это популярная секта. Да. То есть секта это вот отдел, сектор такой, деление. Но вот по такой парадокс, что они говорят, что я просто видел как-то вот в интернете, там на какую-то федерацию йоги кто-то наехал, значит, и они стали доказывать, что они не секта, и там какую-то музыку включили западную, стали асаны делать, какие-то полуголые, формально одетые женщины, там что-то стали вы делать, посмотрите, мы не секта. Вот это ассоциируется не с сектой. А вот если там они будут в пепле каком-нибудь с Рудракшей, там, это секта. Так именно в пепле с Рудракшей это традиция. А вот вся эта вот белиберда, это и есть сектантство, самое настоящее. Это и есть New Age. Но вот ты скажи это западному человеку. Он скажет, ты что? Это не наоборот. Потому что как раз таки, или там борьба за свободу личности. Какая свобода личности? Они Какой рабы, личности? а там личности никакой нет. Это полностью продукт, вообще слепленный. И с правом говорить, что он свободный, да. Но только говорить. А так он полностью зависим. То есть вообще вот это слово свобода, ну это как-то странно звучит, да. Ты не можешь быть внешне свободным абсолютно. Всегда какая-то зависимость есть. Можно там до максимума это довести через большие какие-то усилия, там, но максимально, но не абсолютно. В любом случае свобода это то, что за пределами этого всего. А это измерение духовное. Внутреннее состояние. Да, внутреннее состояние, которое сопряжено с мудростью. А так, как бы это все пустые слова. Давайте за свободу устроим там сейчас мы тут революцию там внешнюю какую-то сделаем. Какую внешнюю революцию? Сознание надо менять. То есть это даже не революция. Революция это антиреволюция. Революция это когда результат стал лучше. Если он стал хуже, то это наоборот пошло в другую сторону. Деградация. Да, и как бы все хотят хорошего, но получается как всегда. Поэтому то же самое касается и традиций. То есть адаптаций. Адаптация это как революция получается. Да? Ну конечно. Это что-то новое, да, там. Но это когда это неправильно воспринято, да, это начинает переходить уже, ну. То есть проблема не в том, что вот эти явления есть, а проблема в том, что люди их воспринимают, они критически воспринимают традиции, а вот это они как раз таки наоборот не критически. То есть они считают, что это вот истина. То
То есть просто такое стадо. И стадо, которое любит поговорить о свободе. Ну да. А что такое суть традиции? Вот вы говорили, что это вот то, на что следует ориентироваться, что это абстрактное ощущение внутреннее или что? Как это воспринимать? Ну, смотри, вот если брать там йогу, да, то есть можно там копаться, вот какая асана более правильная, вот такая, то есть какое количество асан, да, или как ты пальчик вот так захватил, или руку ты там положил, или вот так сделал, или вот так. Понимаешь, то есть вот этого всего в текстах очень много, да, разновидностей. Но традиция зачем? Чтобы слышать наду, да, звук нады, там, чтобы ощутить вот эту спонтанную вибрацию, да, там бинду, ну, спандану, да, то есть нираламба, да, значит, ну, или нирадхара. Если вот какие-то сущностные элементы, да, которые связаны с состояниями, то я думаю, что вот эти ориентиры, ну, больше соответствуют традиции. А не то, что там кто-то там что-то на себя напялит, там будет там копаться в каких-то, ну, грубо говоря, в луже какой-то, да, в луже там техник различных копалек. На самом деле это можно закопаться так, что... То есть задача же вот соединить сущностные элементы с, ну, грубо говоря, мирскими, да? Потому что техники, они, ну, тоже мирские. То есть технарство это все. Из техники это как поверхность, да, какая-то? Да, техники это вспомогательные элементы. То есть вот это вот заблуждение относительно адаптированных элементов традиции, оно может распространяться и на технические элементы традиционные тоже. То есть в них тоже можно закопаться, заиграться, заняться коллекционированием. Особенно вот буддисты этому подвержены. Там у них даже такие названия пакет практик. Пакет. Вот этот пакет, да, а я получил пакет. Знаешь, это пакет, это как пришел там, В магазин. там, да, там морковка какая-то с салатом. Это консюмеризм. Консюмеризм, в результате там нет Потребительство. приверженности никому. Да. А приверженность с чего берется? Приверженность берется с общения, с личного общения, с умением уважать того, кто для тебя много сделал. Вот. Но так как люди уже все изгажены, испорчены вот этим консюмеризмом, им бесполезно чего-то. Даже если ты попытаешься с ними там как-то создать нормальные отношения, да, закончится все тем, что они, еще, ну, они как бы не уважают, не ценят. То есть, поэтому тут и нельзя судить тех, кто каких-то гуру, которые удерживают дистанцию с такого рода публикой. Я раньше думал, вот я просто видел некоторых известных людей, да, там, ну, в сфере духовности, скажем так, грубо говоря, ну, может, и правда духовно, может, нет. То есть некоторые там в сфере йоги, и когда я первый раз увидел там на публике, ну, создается имидж такого гордого человека. Ну, а когда я лично пообщался, увидел, что совершенно простой, совершенно... А я понял, почему. То есть, ну, вот с публикой так надо себя вести. Потому что, ну, действительно очень много сумасшедших, очень много, которые проецируют какую-то свою вот грязь, да, психическую на тебя. То есть, и которые не уважают человеческое отношение даже к ним. Они уважают там тиранов каких-то, они уважают, кто об них ноги вытирает, они уважают каких-то далеких мастеров, там, которые в пещере и тебе скажут, нет, приедешь раз в год там, но я с тобой разговаривать не буду, напишу тебе там на бумажке, что тебе делать и до свидания. Хотя таких могут использовать. То есть на таких ссылаться очень хорошо. Вот. То есть, а тех, кто реально тебя вытащили, там, помогли, как-то многое для тебя сделали, вот это люди не ценят. Они именно это не ценят. Но это нормально. Это вот как история про Иисуса Христа, да, когда он там многим помогал, его взяли. Так это же он не один такой. Просто взяли из одной личности, как бы сделали. Я думаю, что все учителя, они подвержены именно такому. То есть все настоящие учителя,
они постоянно сталкиваются с вот этими, что ты Потребительским. помогаешь, а это все летит в тартарары, потому что люди идиоты. Поэтому и нельзя конкретно что-то ждать, там, рассчитывать на... Кто-то будет следовать Да, да, слову своему, да? конечно, конечно. Не отвечают за свои обещания, за свои слова. Даже если ты там и довольно толерантно там смотришь на какие-то явления, да, там можно вот так вот договориться, там, то есть бесполезно. Люди просто видят, что вот этот лицемерный социум всегда будет на их стороне. Всегда будет на их стороне. Он не будет на стороне там гуру. Когда говорят, что гуру там, надо стать гуру, что гуру эксплуатируют. Один сказал мне, помню, как-то, я хочу стать гуру, чтобы ничего не делать. Ну, то есть вообще там такая галиматья у людей. То есть, как будто это, тем более в западной среде, быть гуру, это Но они, наверное, это видят, тяжкий что крест. сидит на троне, там ему цветочки вешают, стопу моют. Ты понимаешь, а что толку? Да даже если бы они мыли, толку-то никакого. Ну да, что сам ноги не может Он тебе помоет ноги, а потребует столько, что мало не покажется тебе, что ты будешь там, он же, дай мне там садану. А эту садану, там, это нужно его санскриту учить, и там и хинди его учить, чтобы он тексты разбирался там, да? Только за то, чтобы он тебе там разок ноги, я сам все ноги могу помыть. То есть он как бы говорит, каким служением заниматься? Когда говорит, каким служением, обычно все же, вот это хитромудрое вот это вот явление, да, такое, ну, можно там, а каким мне служением? Он же потом будет просить что-то взамен. То есть, и попросить больше. А если так вдуматься, то есть больше это уже не он служением занимается, а гуру ему занимается служением. То есть этот человек несовершенен, ему занимается служением. Надо Он не воспринимать будет менять свое эго, он... как вклад в банк сделает, чтобы с процентами еще получить возврат. Конечно, Да, конечно, так что... конечно. То есть там это вот, ибо зачастую это общение просто вот такое перетягивание каната. Вот как торговля там в индийских магазинах там, или там, в кафешках там каких-то, да, там. То есть они пытаются там сразу тебе цену заломить. Или там сначала там, не, мне тебе ничего не надо. Только вот любовь, добро. А потом начинается другой разговор. Поэтому для меня, наверное, может даже лучше, если сразу разговор идет о деньгах там и то есть что ему надо. Вот. Честнее. Надо получается. много, так хорошо. Ну давай так об этом будем говорить. Много. Много, ты что, хочешь со мной совместного бизнеса какого-то, да? Ну давай там о бизнесе поговорим. Знаешь, что в бизнесе нельзя делать вот так-то, так-то, так-то. С точки зрения бизнеса ты просто занимаешься кидаловым. Вот таких, как ты, если в обычном бизнесе, даже в обычном бизнесе обрывают отношения моментально. Вот. И он говорит, что нет, наши отношения выше. Что выше? Ну что выше, если человек не понимает, что он творит? Это может не понимать ни гуру, ни ученик. Там. Это все не от большого ума делается. Ну, просто какие-то мелкие выгоды. Урвать вот это вот такое. Урвать техник, практик, знаний, связей. Вот я когда в Индию поехал, не было вообще туда, я не знаю, ну как, я слышал, что там есть какой-то интернет, да, но я представления не имел. Я помню, когда вообще начал там появляться там Yahoo, Hotmail, да, еще не было даже Гугла, поисковиков этих всех. Но это было уже когда я стал выезжать из Индии, там ненадолго. Вот. И сейчас там просто валом информации, то есть просто валом. Ну и люди этим всем испорчены, они просто переели, но как бы все равно охотятся за информацией. Охотники такие. Самую лучшую информацию хотят. Да? Самую лучшую. И я не против чего-то такого в материальном плане самого лучшего, да. Но я за то, чтобы разговор был глубокий и серьезный. Разговор шел об отношениях. Как выстраивать отношения, что нельзя делать. То есть некоторые ученики просто, ну как, они хотят быть учениками.
некоторые становятся. Ну, я вот раньше вообще всех принимал. Ну, даже сейчас, вот кто-то там слушает, да, там. Вот я сейчас вроде с тобой общаюсь, но понятное дело, что я общаюсь со всем миром. То есть они уже здесь присутствуют, да. Ну, то есть уже кто-то как-то учится. И неизвестно, кто больше учится. То есть кто там в учениках там числится, да, формально. Вот. То есть можно было подумать, что враги, они даже лучше учатся. Но на самом деле это не так. То есть, конечно, враги, они внутри тебя сильно ценят, но они публично этого не говорят, потому что мне это невыгодно. Вот. Но они занимаются тем же, чем занимаются государства. Вот. То есть шпионов создают, там, диверсантов. Все это дело такое. Сейчас, ну, вот это бред, конечно, да. То есть, что люди... Ну, и понимаешь, я когда вот занимался йогой, начинал заниматься, я этим всем не соприкасался с этим совсем. То есть, если ты мне тогда что-то сказал, я подумал, что это бред. Что это вообще какая-то шизофрения, какая-то клиника полная, да. Но они этим потом, как выяснилось, нормально живут. Потом я встретил каких-то там, после Индии, там каких-то русских индуистов. Потом понял, что йога, вы поняли, что со всей этой поганой средой лучше не иметь дел. Полная помойка. То есть, какой смысл вот то, чем они занимаются, что они посвящают все свое время? Время же бежит. То есть для меня йога это вот работа со своими внутренними состояниями, да, со своим умом, с праной. Вот она всегда вот больше с этим ассоциировалась. Ну, тогда возникает вопрос, зачем я все это говорю. Разные могут быть представления. Это опять же вот тема проекции, да, каждый что-то там своего напроецирует. Меня поймет только тот, кто... Меня никто не поймет на самом деле. Ну, кто Может быть, сможет единицы какие-то и поймут. Чтобы понять другого можно только вот став на его место. Да? А люди, они, как сказал мне один йог, что люди болеют кожной болезнью. Они дальше своей кожи ничего не видят. Поэтому увидят только те, кому дано понять. И вот те, кто поймут, вот таких людей я и ищу. То есть такими у меня дальше будет разговор. Вот для этого это видео записываются. А кто нет, ну, с катертью дорожка, попутным ветра. Я считаю, что лучше посвящать свое время или какому-то глубокому общению, выстраивая такое общение глубокое, или своей вот погружаться внутрь себя, своей внутренней практикой. Потому что этот мир действительно иллюзия. Ну, этого никто не отменял. Может там всякие тантрические теории вывести. Но я, смотря на них, на этих типа тантриков, особенности русских, я понимаю, что им бы лучше попрактиковать какую-нибудь веданту. Не их эта тема. Мнить они могут о себе что угодно. Но я вижу, я знаю их биографии, чем они занимались и занимаются. Ни одного не встречалось серьезного практика? Знаешь, те, которые практикуют, они ведут себя так, что по ним этого не скажешь, что они какие-то тантрики. Но даже если и скажешь, они очень бережно относятся к своей энергетике и не раскрывают многого. Вот. А так, ну вот я знаю одного, который там с 2000-го даже, как только появился интернет, занимался троллингами в сети, который критикует там, что там какие-то саньяси спят с женщинами, а сам с мужиками. Ну, кто бы уже говорил. Может, то есть, практика у него такая? ну, я нет, это не, ну это
Я так понимаю, что он даже пытается это как-то там выдавать за тантру там и как-то увязывать. Взлом стереотипов. Да, Что-то да. такое. Да вот за тантру выдает. Да. Ну я же не дурак, я же знаю, что в тантрах такого нету. То есть просто, и вот так вот все у него, да, то есть просто мраки. А есть, которые практикуют там, ездит в Индию, есть там у него проблемы с его учителем. Ну, это как бы обычное дело, он даже их и не скрывает. То есть вот это меня радует, что относительно открытый человек. Ну, считаю, что хороший практик, то есть честно говорит, то есть не критикует там экстрасенсорику или там что-то такое, что есть такие традиционные, которые говорят, что ой, не-не-не, вот это вот, Магизм это все магизм. от лукавого. Говорит человек, который сам любит там картишки Таро пораскладывать, там, телемизмом интересуется. И, ну, это он так, как бы на публике говоришь, а это вот сакрально. То есть это не надо выдавать. Самая такая чернушеская часть твоей души, согласно тантрам, это как раз таки сакральная. Поэтому я об этом не рассказываю. Но то, что эта чернушеская вот часть души по нему не хлопнет, это все обман просто. Это и самообман, ну и, конечно, обман других. Я просто вот думаю о себе, то есть есть ли такое во мне. Вот, и я отдаю себе отчет, что если есть, ну почему не должно быть? Есть, да. Но я с этим работаю, пытаюсь связать с практикой. Я не пытаюсь там корчить традиционного. Мне не надо там изображать ничего. То есть я нашел в традиции то, во что реально можно верить. И то, что реально существует. И мне не надо там кем-то притворяться. То есть я изначально как ориентировался на йогу, так и... Я вообще, у меня на самом деле врагов-то и нету, если так вот говорить по-честному. Враг, кто враг? Враг это вот вселенская иллюзия, да, майя. Она проявляется через разные внешние явления. Но они просто инструменты, они не существуют сами по себе. То есть ими что-то движет. Поэтому бороться надо со своими ну, внутренними, внешними. Это как бы не важно, как это ты обрисуешь. Да? С омрачениями, да? Да. Скажи мне, кто твой враг, и я скажу, кто ты. За что я все-таки уважаю Россию, за то, что ее сейчас модно там критиковать везде. Но я уважаю за то, что в России враг Америка. Ну, никто об этом официально же не говорит, как это враг Америка. Партнер. Ну, понятное дело, что все равно враг. Это партнер, это надо называть своими именами. То есть это видно. Ну, то есть это мой гуру, который из Непала, он там был еще в 70-х годах. В Штатах. Да. Ну, там работал в университете. И когда мы с ним встретились, он с этого и начал разговор. Я говорю, а что там была такая негативная пропаганда, да, информационная какая-то? Да, и очень много. Ну, то есть была и Холодная есть. война. Холодная война, да. То есть все Ну, это, в все это реалии, это не В шутки. Союзе то же самое было про Америку, конечно. Слабенько. 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 А ну и сейчас слабенько. Наверное, потому и проиграли, да? Я Холодную войну. думаю, что по многим причинам. Я думаю, что по многим причинам. Но могли выиграть. Если Ну, более коварные были. безответственное, просто раздолбайство внутреннее. Любая организация, любая структура сыпется изнутри всегда. То есть, если я выхожу биться на ринг, да, то проблема не в том, что противник очень сильный. Проблема в том, что ты внутренне не подготовился, плохо тренировался. Вот. Поэтому то же самое можно и майя, да, внешнее.
То есть не то, что внешний мир какой-то коварный, абсолютно мерзкий, а то, что мы не справляемся с провокациями Майи. Ну, это хорошо, что я уже привык к тому, что внешняя реальность, она постоянно будет создавать какие-то сложности, да. Сложности, пока ты живешь в этом мире. Нужно просто как бы взращивать свои вот эти скиллсы, да, наработки по взаимодействию с ней. То есть это большая задача. Когда люди говорят, что там приду на йогу, там духовной практикой займусь, то есть они не понимают, что задача йоги довольно большая. Провокации могут быть какие угодно в жизни. От чего ты заболеешь, ты не знаешь, от чего ты умрешь. Ты не знаешь. Ты можешь умереть от рака, даже занимаясь йогой. Почему? Потому что на нервной почве. Поэтому даже тема здоровья такая скользкая. Желание стать на йогический путь очень великое желание. Это, кто-то прицепится, может, желание, не то слово. Намерение, там можно намерение. Я думаю, все понимают, о чем идет речь. Целенаправленность. Да, то есть это когда ты работаешь со своей психофизикой постоянно, ты постоянно наблюдаешь, что происходит в твоем теле, в твоих чувствах, в твоей энергетике, в осознании мира, в том, как ты представлен в этом мире. Это тоже очень важно. То есть так, чтобы это не забирало твою энергетику. Потому что очень много, вот это, грубо говоря, потеря нектара, да, то, что описано в текстах, это, так сказать, если в более понятную форму облечь, да, то это будет поедание тебя этим миром, можно так сказать. То есть поедание чистоты твоего восприятия, потому что Луна это больше сознание. То есть когда сознание как бы захламляется чем-то, и ты утрачиваешь трезвость. Наверное, удержание осознанности, чистоты и такого покоя, да, внутреннего, вот такой основы. Утрата ее – это и есть, так сказать, поглощение этим миром. Поэтому нужно выскальзывать из вот этих всех залипалов различных. Нужно думать, на что ты делаешь ставку в этом мире. Очень хорошо нужно подумать. И надо еще понимать, что такая гибкость не означает отсутствие совести. Потому что некоторые гибкачи, в плане поведения, иногда заигрываются. И они действуют против своей совести. Что такое совесть? Совесть – такой сложный вопрос. Я бы так сказал, что совесть – это когда ты действуешь справедливо, когда ты не предаешь тех, кого нельзя предавать. Если тебя не предали, ты не имеешь права предавать. А совесть – это ответственность. Это ответственность. Можно говорить много там про любовь, там про
Любовь – это ответственность в первую очередь. Это не просто накатило. То есть вот этими накатывать может что угодно. Но это еще и когда ты на вид позитивные состояния можешь использовать для того, чтобы быть более трезвым и осознанным. Совесть. Вот есть такой аналог в буддизме, да, там бодхичитта. Или самьяк самбудхи, называется на санскрите, как просветление, да. Пробужденное, то есть совершенное пробужденное состояние. В таком состоянии ты не можешь быть безразличен к правильности своего поведения. То есть когда ты смотришь вот с точки зрения общечеловеческих каких-то ценностей, что можно делать, а что нельзя, как правильно, а как неправильно. Ну вот у русских людей, я думаю, что больше это качество есть, понятие ответственности и совести. Совесть всегда сопряжена с какими-то духовными ориентирами. Даже если ты это так не называешь, то есть есть какие-то высокие ценности, которых человек придерживается. Совесть связана с воспитанием человека. Ну да, наверное, больше ответственность. Ответственность, когда ты, ну как, моральные принципы, да? Бывает так, что человек слаб, да? И ты можешь, допустим, его оставить в тяжелой ситуации для того, чтобы твоя жизнь стала лучше. Но тебе не позволяет совесть, потому что ты видишь, что этот человек, он слаб, а ты силен. Если у тебя есть сила, тебе не позволяет совесть. Можно это назвать состраданием? Не... Можно, с состраданием это, да, тоже сопряжено. Ты никогда не поступишь, ты никогда не будешь нападать на того, кто слабее. Ты никогда не перейдешь на сторону, если кто-то сильнее, но решил напасть на более слабого, и тебе выгодно быть на стороне сильного. Это все совесть, потому что ты понимаешь, что есть нечто выше этого всего. Я думаю, что совесть, она связана с преданностью также. То есть со совестью много всего связано. Когда сердце тебе, то есть когда есть сердце, но это также еще и трезвое состояние. Бхакти? Да, чистая бхакти, наверное, так сказал бы. Чистая, да, преданность, да, шаранагати, бхакти. То есть когда ты готов даже страдать за правду, за истину, то, что ты считаешь истиной, то, что резонирует с твоим сердцем. То есть и тогда ты понимаешь, что можно делать и что нельзя делать. Но есть люди выгоды, ну мелких выгод, но они не знают, что это мелкие, они просто невежественные. Ну, не случайно вот в индийских духовных традициях там невежество считается причиной всех бед.
Овидия. Потому что по невежеству человек делает все остальное. Не знаю. Ну, конечно. То есть он просто может совершить какую-то пакость по невежеству, но как бы мы-то потом начинаем уже оценивать по уровню этой пакости, да, то есть какая она, какого рода мерзкое явление, то есть уровень мерзости в данном поступке. Ну, там просто, тогда мы говорим о глубоком невежестве, глубоком омрачении называют. В любом случае, отсутствие совести всегда сопряжено с каким-то невежеством. Да, да. Потому что если ты посмотришь всех людей, которые совершали те или иные мерзкие поступки, иногда с ними можно говорить, ты видишь по глазам, то есть есть ли там осознание того, что он совершил мерзкий поступок. Бывает так, что человек говорит, что он там раскаивался. Ты смотришь на его глаза и понимаешь, что это просто, так сказать, еще это попытка усовершенствовать свою фальшь и невежество. Это скрытая защита невежества. Человек утверждается в этом невежестве еще больше. И поэтому вот таких людей, ну, можно просто их вычеркнуть из своей жизни, никак на них не реагировать. Но если все равно приходится с ними соприкасаться, никуда не денешься, для того, чтобы быть в отношении их безжалостным. Но безжалостность в отношении таких людей, это будет состраданием. Я считаю так. По отношению к ним же. Да, ну и даже в отношении их души. Можно им сказать, что они правы, но тогда это будет против твоей совести. Подпитать их омрачение, получается. Конечно, конечно. И свои. Потому что где-то подсознательно ты веришь, что ты все равно прав. Ты гибкач такой, да, там, что ты можешь думать, что ты мудрец. Да, я не согласен, но я не скажу. Да? Но эта фальшь, она все равно даст потом свои какие-то результаты негативные. И, значит, недостаточно человек мудр. Если я понимаю, что это не то, о чем надо говорить хорошо или что-то поддерживать даже косвенно, я не буду это поддерживать. Потому что я могу поддержать только людей, которые глубоко раскаялись и заплатили большую цену в соответствии с теми ошибками, которые они сделали. Не притворились, потому что это вопрос цены. То есть, если ты сделал очень тяжелые поступки, очень тяжелые, реально тяжелые, то и цена для очищения должна быть тоже соответствующей. А люди любят торговаться, они любят что-то большое, чистое и очень хорошее получить по меньшей цене. За даром желательно. Конечно. Это тоже отсутствие совести. Это включается торгашество. Торгашество с абсолютом. Торгашество, ну, мы же это самим собой тоже, потому что это ты себя обманываешь, свое естество. Где-то в глубине там каждый понимает свои несовершенства. Но кому-то с этим жить тяжело, и они не хотят так жить. А кто-то продолжает, так сказать, носить весь этот груз и верить даже в это начинает. По поводу сострадания много разных трактовок, что это такое. То есть,
как вы считаете? То есть это как бы все-таки Сострадание. корень страдания, получается, это мы как бы страдаем вместе с человеком. Ну, это Странно в звучит русском как-то. языке такое страдание. Зачем страдать с кем-то еще? Или это сопереживание какое-то? То есть Я думаю, что это удел сильных людей. Это удел сильных людей. Слабые люди не могут сострадать полноценно и помогать. Могут, но они могут помогать только в меру своих сил. Это хорошо, что помогаем. А знаешь, что хочу тебе сказать? Когда я поехал в Индию, я жил там на подаянии. И я, конечно, видел, что в большей степени жертвуют именно простые люди. Бывают иногда и богатеи. Но богатеи им мешает эго. Богатеи тоже несчастны. Тоже несчастны. Просто их несчастье понимают только люди их категории, наверное. Может быть, простые люди, они более счастливые даже в чем-то. Вот, но задача остаться простым, даже когда ты высоко поднялся. То есть задача духовной практики быть как ребенок, да, но и мудрым. То есть соединить такие вот две, казалось бы, противоположности. С моей точки зрения, сострадание – это помочь человеку выкарабкаться из глобальных каких-то иллюзий. Сострадание – это качество таких, как Горакшанатх, таких, как Будда. Потому что ты можешь вытащить человека из болота, и в моей жизни такое было огромное количество раз, огромное. Но человек опять туда залезет. И нет, но проблема-то в том, что этот человек тебя вампирит, он забирает твое время, твои силы. Он забирает у тебя возможность сделать это для другого, кто сможет этим воспользоваться в более совершенном виде. Поэтому это неправильно помогать всем подряд в высшей степени до такого уровня, ну, чтобы человека там вытягивать из его каких-то коренных заблуждений, если человек сам этого не хочет, если у него масса иллюзий. Сколько ты не отсекай, но если это так на него повлияла среда, то не всегда есть смысл помогать. Я, конечно, я не жалею о том, что я помогал тем, и больше, чем они реально того заслуживают. Я не жалею, потому что это зачтется Вселенной. Это зачтется там, мне. Я это точно знаю. Я много раз уже наблюдал, как мои благие поступки, они все равно мне возвращались. Все равно, даже если какие-то были негативы, человек, которому давался шанс более высокий, а он им не воспользовался должным образом, где-то там свыше
ему перекрывают доступ. Но это примерно как вот если ты при подаче на визу, да, там в Австралию или куда, сделал какой-то ляп серьезный, который потом расценят как обман, тебе перекроют надолго, лет там на 10, да, вообще занесут в черные списки. Вот что-то подобное существует и во Вселенной. Да? То есть, когда ты придаешь что-то чистое, возвышенное, ведешь себя оскорбительно, вот те силы, они просто перекрывают этого человека надолго. И он начинает погружаться в какое-то болото. И чем больше он оправдывает, что это болото является чем-то высоким, тем больше он в этом утопает. Это наказание. И даже не надо мстить таким людям, потому что Вселенная это делает более совершенно. Так что какое-то более радикальное наказание покажется благодатью по сравнению с тем, как это бывает в жизни. Поэтому, конечно, то есть учителя, они стараются помогать всем, кто приходит. Я же ведь вот я сейчас еду там проводить семинары, да, там сатсанг. Я уже знаю, что придут шпионы, я уже знаю, что придут подлецы, лицемеры. И будут глубокие люди, будут люди искренние, чистые. Что ситуация очень непростая. Но я думаю, что по мере того, насколько человек чист внутри и открыт, он то же самое от меня и получит. Нет смысла приходить за информацией, это уже постепенно обесценивается. Информации так много, а чистоты больше не становится. Поэтому, если кто-то приходит для того, чтобы общение сделать поводом для какого-то самоосознавания, для того, чтобы поднять свою осознанность и чистоту на более высокий уровень, тогда есть смысл. А так как бы это потеря, эти все игры в шпионов. Я, конечно, буду помогать всем, кто ко мне придет. Но эти все духовные спецназы, это говорит о том, что человек не йог. Но если еще мальчишество не прошло, там не прошло еще, пиф-паф еще хочется. Войнушку поиграть в солдатиков, всякую хрень. Ну, это реально детский сад. Это реально детский сад. Если просто вдуматься, вот на что люди тратят свое время. Это же клиника. Надо идти в больницу. Срочно. Ну, даже такие люди, когда приходят, я все равно стараюсь. Я делаю это не для себя. Вот если так вдуматься, можно задаться вопросом, вот он что, сумасшедший, вот нафига он это делает, да? Можно сделать школу закрытого типа. Я это делаю даже не для людей. Понимаешь, вот закоренелым каким-то хапугам, эгоистам, расчетливым людям, которые там все привыкли просчитывать, считать там деньги, значит, пиар, там, им этого не понять. Зачем я это делаю? Я это делаю, потому что я отчитываюсь вот там. Я знаю, что у меня там это зачтется. Это делаю не для плохих людей, не для хороших. А потому что есть такое понятие, как дхарма. И ей надо следовать. У меня она такая. У меня дхарма учителя.
не просто учитель, а тот, который высокие ориентиры э, раскрывает в людях. Вот этим я и занимаюсь. Я делюсь тем, что является для меня самого ценным. Даже если полно тех, кто пытаются об это вытирать ноги, не сводить вообще на уровень даже не противоположный, потому что это над противоположностями. Это их проблемы. Это их проблемы. И если кто-то хочет таким верить, ну ради Бога. Но пользы от меня такие люди не получат. Не получат. И даже если ты перед ними там посадишь самого Будду, они все равно увидят там каждый какую-то свою хрень. Вот. Поэтому общение со мной – это повод пообщаться с собой. Вот для этого надо приходить. Но технические какие-то моменты, связанные с практиками, это мы можем использовать как инструменты, как это уже такое Дополнение. Да, с этим можно обращаться очень гибко. Так и используется, если говорить о надхах. То есть надхи сделали все так в своей традиции, чтобы вся вот эта вот социальная лицемерная категория не смогла их никак проюзать. Шелуху. Шелуху, да, все эти индологи, все эти все вот это вот люди с хитромудрые, да, у которых нет желания реализации своего естества, они не получат пользы от этого никакой. Они придут и решат, что традиция деградировала. Вот. А она деградировала именно для них. Для таких, как они. Все эти технари, все эти, у которых мотивация создать какие-то школы там. Моя школа – это я сам. Я сам и есть школа. То, что я практикую, это я и даю другим. И ту реализацию, которую я получаю в своей садхане. Практикую я то, во что я верю. Личный опыт – это тоже очень важно. Иначе бы традиция не содержала бы никакого смысла. Потому что если это не приводит к личной какой-то трансформации, да, есть люди, которые говорят, нет, это вот твое. Так это хорошо, что это мое. Если я что-то реализовал благодаря традиции, и это не завязано на это больше, чем вот что-то такое феноменальное. То есть это какие-то вечные категории. То я этим делюсь, то я делаю тоже согласно традиции. То есть я стараюсь раскрывать понимание сути йоги. Конечно, я использую и тексты, я и опираюсь на то, что мне давали мои учителя, мой опыт и в Индии, до Индии, после Индии. Все вместе взятое, я это использую. Поэтому, в общем-то, те, кто считает, что я являюсь гуру и что я могу учить, пожалуйста, могут ко мне приходить.
Те, кто считает, что я не гуру или еще что-то подобное, я буду счастлив, если они не придут. То есть я буду счастлив, если придут те, кто меня ценят, сильно ценят. И я буду счастлив, если не появятся те, кому это не надо. Много пишут в комментариях, там, на Фейсбуке, на Ютубе, что вы как-то игнорируете личные письма, там, какие-то просьбы. То есть люди вроде бы искренне хотят вас вызвать на диалог какой-то, но вы вроде бы как искренне хотят. Искренне игнорируете. То есть это специально или времени нет, или что это? Искренне игнорирую. Или это испытание как-то учеников такое отдельное? Ну смотри, я записал очень много видео. Видео, которое записано в совершенно разных состояниях. Я не пытаюсь быть там совсем уж хорошим. То есть иногда я говорю какие-то вещи, которые кто-то может не любить. Или мой образ кто-то может не любить. Я так это понимаю, что если я кого-то интересую, просмотри все эти видео. И если у тебя после этого просмотра не не возникнет никаких негативных реакций, и ты изучишь как следует мою биографию, и будешь уверен, что личное общение со мной пойдет на пользу и мне, и этому человеку, и нашему обществу, и человек сам в этом мире станет совершенен, то тогда есть смысл общаться, лично общаться. Потому что я достаточно честно и так рассказываю в видео, как я вижу этот мир. Я не могу отвечать на такое огромное количество имейлов. Проблема в том, что вот есть люди, которые говорят, я хочу лично общаться. Эксклюзив какой-то. Да, эксклюзив. Но я начинаю общаться лично, и человек начинает на какие-то вещи не обращать внимания, которые самые важные. То есть он начинает, у него какие-то ломки начинаются, ломается, да, то есть боится что-то вот честно говорить, боится обсуждать какие-то темы. В чем-то признаться. В чем-то, да, признаваться, да. То есть это все говорит о том, что сейчас в наш век такого многообразия, обилия, ты, может быть, обратился не по адресу. То есть, если ты не готов обсуждать какие-то существенные наболевшие темы и слушать правду в свой адрес и принимать это к сведению, то зачем мне с тобой лично общаться, если я тебе говорю горькую правду? Я считаю как, что нет плохого в том, что я говорю какую-то горькую правду кому-то. И я даже всегда готов бы был ее в личном общении от кого-то выслушать, но спокойно. Я против того, чтобы, вот как есть, говорят, что настоящий друг, он никогда что-то такое несовершенное с тобой связано, не вынесет это на публику, но он скажет тебе это лично. Если это уже человек выносит на публику, то этот человек тебе совершает магический вред. Потому что он создает коллективное негативное поле для того, чтобы тебе причинить реальный вред. Это вредитель. То есть с такими разговор уже как бы другой. Но если это
мы беседуем там тет-а-тет, да, то надо быть предельно откровенным и обсуждать все. Иначе мы просто убиваем время. И вот именно поэтому, что люди начинают со мной какие-то темы вокруг да около, то есть я это все просто на дух не переношу, потому что я это расцениваю как убийство времени на какую-то фальшь. Ну, есть же определенный этикет, может быть, люди ориентируются, что они должны как-то этично там общаться. Этикет, не этикет. Ты знаешь, я уверен, что все что угодно можно спросить с этикетом. Все что угодно. Абсолютно. То есть просто спокойно, трезво поговорить на любые темы. Но с учетом того, что это будет потом как-то принято к сведению. То есть есть еще люди просто эгоисты, которые вот хотят просто там обратиться за какими-то техниками, практиками. То есть им давай много, а они ничего. Но с такими я не хочу общаться. Все традиции, тексты, они об этом и говорят, что таких надо, пусть они не воруют ваше время. Идут своей дорогой. Ну, да, идут своей дорогой, может, не созрели еще там, может, вообще никогда не созреют. Зачем на таких тратить время? То есть они привыкли быть паразитами. Ну, их обычно таких не любят в обществе. Вот. Поэтому, и опять же, вот некоторые говорят служение, да, там, ну, дайте мне какое-то служение. Ну, какое служение? Вот если человек что-то умеет, да, я, конечно, могу дать ему служение в соответствии с его профессиональными какими-то наработками, да? И чтобы это было как-то связано с... Я уже привык говорить о том, что это не конкретно со мной, а с моим обществом. Потому что я себя не разделяю. Я свою дхарму и свое общество я не разделяю с собой. Поэтому служение есть такие, которые говорят, что вот, ну я не хочу служить обществу, я хочу служить тебе. Лично. Да. Или люди, которые ненавидят тех, кто хорошо служит мне. Есть такие? Конечно, конечно. То есть, а почему? Потому что, видя, что другие служат хорошо, то есть это как бы их... Ревность, зависть. Да, это их, ну, как бы ставит на уровень ниже. То есть вместо того, чтобы себя поднимать, они как бы начинают критиковать тех, кто делают для меня что-то полезное, хорошее. То есть, ну, фактически, если вдуматься, то есть эти люди, они желают, чтобы у меня было плохо. Но только это говорится не так, ну, то есть это как-то там по-другому преподносится. Ну, то есть, если вдуматься, там фактически человек недоброжелатель. Но они же сами это, наверное, не осознают. Или все-таки это... Некоторые, многие осознают. Многие осознают. Просто они так, краешком сознания. Недостаточно... Ну, это люди небольшого ума, как правило. Поэтому... То есть им вот уже важно формальное ученичество какое-то. Что вот во всех школах существует так-то, так-то, в корпорациях, значит и меня устроит вот это вот формальное какое-то общение. Но я такого не хочу. Для меня я вообще все бессмысленное не люблю. А это бессмысленно. И потом, вот когда я занимаюсь каким-то служением, я стараюсь понять, что нужно для данного человека. Ну, это как вот божествам ты занимаешься служением. То есть, если там, если я там почитаю Кали, то что я должен предлагать? Там вино, да, допустим. Если я почитаю там Ганеша, я должен предлагать сладкие шарики. И с учетом характера, да, этого божества. Не наоборот. Ну да, а может быть и Ганеша какой-то. Вино любит иногда. Вири Ганапати, да.
учишь ганапати, какие-нибудь такие формы. То есть тогда я должен наоборот, уже с учетом, что это за форма, да. Но что касается гуру, это тоже все есть, с учетом конкретной ситуации, в чем ты должен помогать. То есть не конкретно вот помогать так, как тебе это нравится, потому что тогда ты помогаешь себе, а с учетом того, что реально нужно. Вот. И люди удивляются, когда я говорю, да нет, спасибо, мне ничего не надо. Ну как, не, ну что-то же должно быть надо. Ну я скажу, что ну да, но ты этого не поймешь. Ну вот так всегда мне говорят, что ты вот. Ну а как всегда? Да, всегда. Потому что как бы, не хочешь понимать. Вот так и надо это называть. То есть хочешь делать то, как тебе нравится, а не так, как это нужно тому, кому ты хочешь помогать. Сделать как нравится, просто завязать с другим человеком, получается, да? Да. То есть это не перебарывание своего эго, это не работа с эго. Это Проюз какой-то. Это проюз, да, это вот именно попытка это выдать за служение. Поэтому я говорю, что мне служение не нужно. А то служение, которое мне нужно, этот человек еще должен показать, что он реально это понимает и готов к такому служению. Но таких, кто готов, таких очень мало. Даже такие простые вещи, как служение, там, Это простое, может это сложно, ну, наоборот. некоторые там говорят, кришнаиты, например, говорят, что там карма-йога, там, на самом деле карма-йога, бхакти-йога, это неделимо. Кстати, в Дататрея йога шастре там карма-йогой, по-моему, называется вообще какая-то йогическая крия. Ну, какая-то техника, по-моему, из вай-йоги. Какая-то из там санкет, каких-то практик. Вот разные трактовки карма-йоги. Ну, я вообще как бы не любитель там жестко разделять, потому что все как бы там по цепочке как-то связано, да, одно с другим. Одно как бы сказывается на всем остальном. И поэтому даже совершенствуя что-то одно, то есть ты, оттачивая и углубляя практику, ты можешь на более глубоком уровне видеть все остальное. Ну а от внешних действий ты никуда не денешься. То есть для того, чтобы они были совершенными, нужно включать свой разум, свое понимание, что ты делаешь. То есть, а не просто делать вот формально. Я занимаюсь служением. Ну, то есть, можно любую на вид хорошую идею из нее превратить ее в полный там антипод, да? Превратить ее в какую-то полную противоположность. Там, допустим, идея о том, что нужно быть непривязанным к плодам своего труда, делать все тяп-ляп, да? Говорить, это я не привязан. Или бхакти в своем стремлении там, к служению, пытаясь стать элитой, там, растолкав всех остальных, приблизиться к гуру, к чему-то там, тому, что будет почетно. На самом деле вот эта попытка приблизиться к гуру, растолкав всех, да, это не что иное, как вот грязь внутренняя. То есть человек хочет свое эго напитать вместо того, чтобы вот через гуру. Он гуру использует как питательную среду для своего эго. То есть поэтому стремится там, да. Выслужиться как следует. Да, там выслужиться с каким-то расчетом на будущее, что что-то получит. Да, таких людей сразу видно. Таких уже, ну, я много таких видел, знаю. Ну, большая часть именно таких людей именно таких. То есть обычно они, когда начинают что-то там даже делать хорошо, все делается хорошо именно в тех сферах, которые человек может потом использовать, уйдя из школы.
То есть такие люди могут там засесть учить санскрит, к примеру, там очень так сконцентрированно, но не так, чтобы этот стал язык для них нормальным явлением, а именно чтобы доказать другим, что он круче других, да, что не такой, как все. Вот. Демонстративно пожертвовать какие-то деньги там большие. Я обычно такие людей говорю, что не надо, спасибо, оставьте эти деньги себе, чтобы была такая мадам, которая там пожертвовала большую сумму денег, а потом я когда увидел ее омрачение, я ей сам предложил эти деньги переслать ей обратно. Я говорю, не надо. Даже если это там на мою школу, там для... И когда я кому-то такое рассказываю, то есть я думаю, он ненормальный, то есть другой человек бы никогда так не сделал. А как он? Вот так, потому что другие ценности. Это вот к разговору о совести. Что мне не надо такого. И не хочу мараться от таких людей. Потому что это люди, такие люди, это внутренняя помойка. Они обычно демонстративно начинают швыряться своим богатством, там, да. То есть, и обычно жертвуют какие-то подачки. Если у человека там большие деньги, он принесет какую-то подачку, которая выше, чем может себе позволить обычный человек, да. Но это все равно нереально такая-то большая, там, вот, которая для него это будет, вот. Ну и с таким видом, что он там великий там, меценат и значит, человек большой души, а на самом деле просто очень хитрый и коварный по своей природе. Вот. Ну и потом такие люди требуют к себе большего внимания. И так как мотивация все равно недостаточно чиста, любая информация, полученная такими людьми, она все равно им пользу не приносит, как правило. Вот. Они могут рассказывать о преданности. То есть они могут, вот, допустим, там, к примеру, когда видят, что другой там ученик там не прав, да, там проявил какую-то слабость, говорит, что это твоя там, типа, твое несовершенство. Была такая одна женщина из Прибалтики, это твое несовершенство, рассказывала другим. Потом, когда с ней такая же случилась ситуация, она поступила еще хуже, чем тот, который еще более мерзкая, погано. Вот это вот все где-то дерьмо, оно просто вылезло. Начал общаться там с какими-то такими же, как и она, или еще хуже, собирать какое-то вранье, там коллекционировать явное, причем там вот попади сам в такую ситуацию, то есть человек совершенно, так сказать, вот когда других там наказывать, он как бы тут как тут, как бы. А вот когда надо самому проявить жесткость в отношении своих омрачений, есть такие, которые там в Индию приезжают и которые, в принципе, совершили в своей жизни, вот в мирской, очень много грязных каких-то поступков и совершают их. Просто является там человек какой-то полной помойкой, да. Вот они любят там в Индию приехать и, имея там какие-то большие деньги, начинают индусам их давать, чтобы те говорили, какой там человек этот великий, да, там, ой, такое чистое существо, ты там, у тебя столько знаний, ты там такой инициативный. Вот. И человек знает, что он, да, они правильно. Человек даже может в это поверить. Где-то же глубоко там, вот глубоко в душе я такой. Да? Ну а кто не такой глубоко в душе? А вот ты вот посмотри, как ты реально поступаешь. Вот в большую часть своих поступков посмотри. То есть нет, типа, надо что-то хорошее, какой-то свет в жизни иметь. Этот цвет, это хочется взять вот этих гуру, как там мочалку, и там отмывать свое это дерьмо, да, совершенно безжалостно в отношении них. Или там дать им какие-то подачки, или там даже большие деньги, неважно. Но относительно. Самые большие они точно не дадут. Для того, чтобы те льстили, а те льстят, они начинают там петь дифирамбы, там, что ты хороший практик, у тебя карма хорошая. Какая хорошая, я же знаю, что это за человек.
Все раз понимают, что там полное болото психическое. Ну, вот такие, чтобы гуру говорили неправду. Ну, а так как страна такая нищая, Индия, то есть, то они правду никогда не говорят. Ну, они правду начинают говорить только когда мировая известность у них появляется. Поэтому индусы, или когда они уже там на Западе где-то осели, да, вначале они не говорят, такие еще на начальном этапе раскрута. Поэтому таких слушать нельзя просто. Они начинают тебя потакать твоим слабостям. Вот. Слушать надо тех, кто в реальном отречении, которым действительно, у которых цель только одна, их садхана в максимально глубоком виде, которым от тебя ничего не надо. Вот это да. Не надо по большому счету. Не значит, что там не надо там помогать. Там все равно служением надо заниматься этим учителям. Но просто очень сложно найти. Такие, наверное, и общаться-то особо не хотят. Ну, такие, они просто прекрасно понимают, что такие люди, да, и поэтому, конечно, они стараются соскакивать с общения с большей частью людей. Ну, уже такие умудренные, ну и которые действительно очень идейные. То есть идейных найти очень тяжело. Таких именно энтузиастов в сфере садханы. Таких в Индии очень мало. Бывают просто желающие там легко понараздавать дикши, наплодить огромное количество учеников и готовы дикши раздавать самого высокого уровня, лишь бы приехать в Англию, лишь бы его привезли. То есть или там в Америку, или в Австралию, или еще куда-то. То есть, даже не смотрят, кому они дают. То есть они могут давать вообще таким, что каким-то полным отморозкам. Сначала насобирать количество, максимальное количество, а потом в этом максимальном количестве как бы набивать себе цену. То есть якобы через это заставлять развиваться. На самом деле там развиваться им они не хотят, чтобы кто-то развивался. То есть им нужны дураки. То есть умные люди, или, ну, скажем, не умные, мудрые, им не нужны. Ну, видно, что мотивация, то есть сама практика этого человека не интересует. Он может много говорить об этом, но он может реально просто пасть, отклониться от пути, то есть может просто увлечься совершенно другими какими-то. Поначалу мог действительно там, есть такие, которые поначалу там нарабатывали какую-то чистоту, там какая-то аскеза была, потом началось, то есть начались игры, отношения какие-то совершенно бестолковые. Но отношения устраивают, и даже в бестолковом виде, лишь бы количество. И все. Они не понимают, что от этого сами деградируют, вот от этого количества дураков вокруг себя? Ну, я думаю, что, как всегда, то есть верят, что в душе там где-то глубоко чисты. То есть все там начинают искать кучу оправданий. Ну, обычно это сопровождается тем, что ты там ищешь недостатки в другом, кто с тобой как-то связан. Обычно находятся какие-то объяснения, почему он так поступает. Но если встречается какой-то глубокий человек, готовый на серьезный диалог, то такие люди обычно соскакивают с такого диалога. Или переводят его в разряд такой более низкий диалог. То есть начинают дурачков из себя изображать, там, что он что-то не понимает. Там. Вот один там пытался вырваться на Запад, потом стал там создавать конфликты. Он говорит, это не мой, this is not my problem.
It's not my problem. Only nature, only love. So, какой nature? Значит, сделал там помойку, развел, да, сбил людей с толку, толкаешь совершенно противоречивые какие-то доктрины, то есть говоря про брамачарью, что тантра зло, там каулизм зло, сам ничего не знаешь про это, да, только на уровне там раджниша, да, ну или там может еще что-то подмешано, надергано так поверхностно из тантр. И когда говоришь, что типа, ну а вот надо же это все разгребать, что ты натворил, да, там, и надо и серьезно разгребать, начинается, это не мои проблемы. Может, если бы я был бы таким вот, как он, да, там, и как большинство индусов, да, может быть, я бы избежал бы каких-то явных неприятностей, да, там, которые бывали в моей жизни, но я понимаю, что там это не будет как-то оценено, да, но моя совесть чиста, то есть я, если с чем-то не согласен, то есть я это озвучиваю откровенно. То есть я не начинаю так вот юлить, да, там. Но я видел в Индии, конечно, саду, которые понимают многое, да, и ну, это фактически какие-то сидхи. Это не просто, которые что-то подразвили, какие-то способности, а развили чистоту. Есть, но таких всегда в любой культуре их очень мало, в любой традиции. Но Индия тому не исключение. Почему в Индии должно быть больше, чем где бы то ни было? Я так не считаю. Условия, конечно, влияют, да, сказываются, но задача-то йогина, сида преодолеть зависимость от внешних условий. Благоприятные они или неблагоприятные. Если ты привязан к благоприятным условиям, ты тоже можешь потерять трезвость. Поэтому, конечно, если есть какие-то благоприятные условия, да, можно их использовать, но не терять голову. А многие вот эти индийские гуру, они хотят именно получить благоприятные условия на Западе для того, чтобы ради них самих только. И вот это вот в этом вся беда. Тогда вот как бы они уже перестают думать о том, чтобы искренне с кем-то общаться, говорить уже с ними просто не о чем. Там уже просто чисто базар такой, бестолковый совершенно. Разговоры про сатву, про любовь, про добро. Такое наведение тумана такого. То есть это вот то, чего я не люблю. Ширпотреб. Да, да, можно так, да, объяснить. Ширпотреб, да. Духовный.